Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука. И в этом видео я поделюсь с вами своим мнением о новом фильме Mortal Kombat, премьера которого состоялась в России 8 апреля. Все мы очень ждали этой картины, и для фанатов франшизы это целое событие. Но оправдал ли этот фильм возложенные надежды? Давайте разбираться. Сначала я озвучу вам свое мнение поверхностно, без спойлеров. А как начнутся спойлеры, я вас предупрежу, чтобы те, кто еще не посмотрел фильм, могли выключить обзор и не портить себе впечатление. Итак, фильм получился неоднозначный. С одной стороны, отличный актерский состав, крутые боевые сцены, хорошие мясные спецэффекты. С другой стороны, довольно спорный сценарий и некоторые странные решения. Также скудность количества локаций и местами довольно темные съемки. Многие персонажи совершенно не раскрыты и появляются в фильме исключительно в качестве мяса. Если вы смотрели трейлеры и заметили, что некоторых персонажей показывают совсем мало, то в фильме будет так же. И да, по трейлерам можно реально составить впечатление о фильме. В картине много отсылок к играм, но это оценят только фанаты. Простому зрителю все это может показаться непонятным или глупым. А к положительным сторонам, помимо зрелищных драк, можно также отнести прикольный дизайн существ из внешнего мира и забавные перепалки между персонажами. Несмотря на наличие отрицательных сторон, фильм больше понравился, нежели нет. И будет здорово, если картина станет началом целой серии фильмов. Видно, что так оно и задумывалось. Всем фанатам игры обязательно стоит оценить. А теперь перейдем к спойлерам. Внимание! Если вы еще не посмотрели фильм, то срочно выключайте. Ну ладно, смотрите, но я предупредил. По сути, фильм нужно было назвать Mortal Kombat Начало, ибо события происходят до турнира из первой игры. Порадовала начальная сцена, где Бихан убивает Ханзо Хасаши. Создалось впечатление, что эта сцена сильно задрала планку, и последующие события выглядят немного глуповато. Понравилось, как сыграл Льюис Танк, но совершенно не зашли способности его персонажа. Появляющийся костюм и тонфы. Такое ощущение, что у авторов не хватило фантазии. Саб-Зиро и Скорпион шикарны во всех своих сценах. Но персонажам уделено не так много времени, как хотелось бы. История Саб-Зиро совсем не раскрыта, он просто есть и просто хочет уничтожить клан Ширай Рю. Почему, зачем, думайте сами. Понравилось, что Скорпион разговаривает на японском, а Саб-Зиро на китайском. Это создает дополнительную атмосферу. Как я говорил ранее, многие персонажи просто мясо. Рептилию, Нитаро, Гору, Рейка, Кабала и Мелину сливают довольно быстро. Особенно обидно за Нитару, персонажу совершенно не дали возможности показать себя в бою, хотя ее смерть была очень эффектной. Понравился Рептайл, его довольно любопытно задизайнили и анимировали, но прожил он немногим дольше Нитары. Мелина весь фильм проходил с измазанным ртом и только на пару секунд показала все зубы. У всех избранных бойцов есть на теле метка дракона, но если избранный убивает обычный боец, то метка переходит к нему. И также у персонажа раскрываются скрытые магические способности. Очень странное решение, это как будто отсылка к играм, где значок дракончика появляется после победы в раунде, но для фильма довольно детский ход. Мне очень понравился в фильме персонаж Кана, на нем завязана большая часть шуток. Но то, что он тут научился стрелять из обычного глаза, как Супермен, мне тоже не нравится. Если эта обилка не из-за киберимпланта, как было в играх, то почему он не может стрелять из обоих глаз? Странно. Хотя я уверен, что создатели планируют вернуть его в сиквеле и приделать ему ту самую металлическую пластину. Как и многих убитых персонажей, скорее всего вернут тоже. Шан Цунг так сказал, что смерть для них это не конец. Рейден в целом понравился, особенно своей жестокостью по отношению к некоторым персонажам. Хоть большинство боевых сцен отличаются своей жестокостью и кровавостью, но есть пара моментов, где в Кана Лю Канг попал фаерболом и где Рейден прожарил его молниями. В обоих случаях Кана не получил ожогов и каких-либо повреждений. Четырехрукий принц Гора выглядит довольно мощно и устрашающе, но с какого перепугу он как последняя шестерка отправляется в амбар убивать Коула? Неужели Шан Цунгу больше отправить некого? Джаксу претензий нет, Соня тоже хороша, хоть и научилась магическим образом стрелять энергетическими кольцами из рук. Просто в играх все не так, и такие персонажи, как Кана и Соня, просто использовали различные примочки, как киберимплант или специальный наруч. Лю Канг и Кун Лао круты, особенно понравилась боевая хореография второго, очень близко к последним играм.
Лю Канг, правда, немного женоподобен. И в одной сцене создалось впечатление, что их с Кун Лао связывает нечто большее, нежели просто дружба. Надеюсь, что это не так. Боевые сцены в большей части хороши, но иногда их портит монтаж. Когда нам параллельно показывают несколько драк, мы видим то кусочек одной драки, то кусочек другой. Я вот никогда не любил такой формат в фильмах. Насчет локализации, не очень понравилось, что название Mortal Kombat не перевели как «Смертельная битва». И на протяжении всего фильма герои просто называют турнир Mortal Kombat, что звучит довольно глуповато. Одно дело, мы пришли сыграть в Mortal Kombat, а другое дело, решили принять участие в турнире Смертельной битвы. В русской версии не очень понравился голос Кабала. Создалось впечатление, что это искаженный голос Кану, но возможно это не так. Сам Кабал хорош, но его довольно мало. Про Рейку даже говорить нечего, просто кусок мяса. Фильм заканчивается еще до начала основного турнира и с отсылкой на появление Джонни Кейджа в сиквеле. А теперь повторюсь, несмотря на озвученные минусы, фильм все-таки понравился. И я очень хотел бы увидеть дальнейшее развитие данной киновселенной. Сравнивать с картиной 95 года смысла не вижу, ибо в фильмах показаны разные временные отрезки, да и настрои фильмов совершенно разные. Старый больше походил на семейную сказочку с элементами боевика. Новая картина радует изощренными кровавыми сценами, как и должно было быть в фильме по игре Mortal Kombat. Фанатам франшизы смотреть обязательно, а вот непосвященным зрителям может не зайти. Ну вот такое вышло сумбурное мнение. Возможно, обсудим фильм еще на стримах на нашем лайв-канале. Ваше мнение высказывайте в комментариях и не забудьте поддержать лайком, если было интересно слушать мою болтовню. С вами был Анидзука. До новых встреч!